Я думаю, что вы не раз были в такой ситуации, когда вы находите красивый ордер-блок, ожидаете, когда же цена к нему подойдет, открываете позицию от этой зоны, и тут вас цена буквально сносит парой пипсов. А затем, как ни в чем не бывало, она улетает в вашу сторону. А вы сидите и не понимаете, почему вы опять получили стоп-лосс, почему опять цена пробила этот ордер-блок. Почему это Smart Money не работает? Почему вы никогда не можете найти правильную зону? Ответ здесь очень простой. Все дело в том, что вы просто не умеете валидировать ордер-блоки. И в этом видео я вам расскажу, как отличить валидный ордер-блок от невалидного. И более того, я вам расскажу, куда ставить стопы и куда ставить тейки, чтобы ваше соотношение было как минимум 1 к 5, а не каких-то жалких 1 к 2 или 1 к 3. Для начала давайте с вами разберем, что же такое ордер-блок. Ордер-блок — это свечная формация, в которой первая свеча сняла ликвидность с предыдущей свечи, а следующая свеча после первой имеет ценовую неэффективность, проще называемую дисбалансом. В том случае, когда нижняя часть первой свечи и самая верхняя часть третьей свечи имеют между собой разрыв, то есть у нас движение цены произошло в данном случае в таком формате, то есть мы с вами видим, что в данной области у нас наблюдается пустота. В таком случае мы имеем дисбаланс и имеем право отметить данный ордер-блок. В таком случае ордер-блок является именно такой зоной. И в дальнейшем от данной зоны мы будем с вами ожидать реакцию для открытия шорт-позиции. Но у ордер-блока бывает несколько разновидностей. Иногда мы видим, что да, первая свеча сделала свип ликвидности с предыдущей свечи, но во второй свече нет никакого дисбаланса. То есть здесь мы с вами видим, что низ первой свечи находится ниже, чем хай третьей свечи. И здесь никакого дисбаланса мы не видим. Но в данном случае мы видим то, что низ второй свечи и верх четвертой свечи, они между собой имеют дисбаланс. Если у нас с вами здесь правильный ордер-блок. Если рассматривать первую ситуацию, то по факту мы должны были рассматривать как ордер-блок первую свечу. Но поскольку у нас нет второго правила, то есть первое правило — это свип ликвидности с предыдущей свечи, а второе правило — это то, что следующая свеча должна оставить имбаланс после себя. Но здесь мы соблюдения данного правила не видим. Именно поэтому мы воспользуемся следующим правилом определения ордер-блока. Если у нас нет имбаланса после следующей свечи, но при этом имбаланс имеется на третьей, четвертой и так далее свече, то мы переносим ордер-блок до образованного имбаланса. В данном случае вторая свеча будет являться ордер-блоком. А сейчас давайте рассмотрим еще одну формацию. Она является моей самой любимой, поскольку в русскоязычном YouTube ее полностью неверно показывают. На данном моменте мы видим с вами то, что первая свеча сделала свип предыдущей, но при этом вторая свеча никакого свипа первой свечи не сделала, но при этом она и не перекрыла нижнюю часть первой свечи. Технически у нас движение выглядит вот таким вот образом. Соответственно, движение второй свечи, оно является внутренним в первой свече, и после разрыва первой свечи у нас наблюдается имбаланс в таком формате. Как же отмечают имбаланс в русскоязычном YouTube? Его отмечают вот так. И чем чревато то, что вы неверно отметили имбаланс? Первое — это то, что вы неверно отметите ордер-блок. По этой логике ордер-блок будет выделяться в таком формате, и очень часто вы увидите, что когда цена подходит к POE, она буквально чуть-чуть не доходит до вашего ордер-блока, и вы остаетесь без позиции. При этом цена уже ушла и забрала все по тейк-профиту, как вы первоначально и делали. Но здесь мы с вами должны понимать, что на самом деле ордер-блоком является именно первая свеча. Именно после движения первой свечи у нас и произошел имбаланс. Соответственно, именно данная зона будет являться правильным ордер-блоком. Это и многое другая полезная информация есть в нашем телеграм-канале. Так что, если вы еще не подписаны, то ждем вас. Также мы каждый день выкладываем бесплатное обучение и делимся своими позициями с их разборами. Переходите, ждем вас. А сейчас давайте разберем ордер-блоки на графике. И казалось бы, самое первое движение, которое хотелось бы разобрать, это является именно вот эта вот свеча. Но мы видим с вами, что, смотрите, хай этой свечи 504, лой этой свечи 507. Буквально 3 пипса не дошла цена до нашего ордер-блока. И мы с вами сидели бы и были расстроены в том, что нас не забрало в идеальную позицию.
А позиция у нас была на самом деле очень-очень крутая по данному ордер-блоку. Она у нас была 1 к 6, практически 1 к 6. Почему нас здесь не забрало? Дело в том, что мы выделили неверный ордер-блок. В данном случае ордер-блок отмечается именно так. Именно в такой формации у нас выглядит ордер-блок, и мы видим, как идеально цена нас забирает, и мы двигаемся дальше. Почему мы отметили здесь ордер-блок? Потому что между первой и третьей свечой здесь нет имбаланса, между второй и четвертой также нет имбаланса, а вот между третьей и пятой имбаланс есть. Он выглядит вот таким вот образом, именно поэтому мы и выделяем здесь ордер-блок. И видим, как дальше цена работает, и цена получает реакцию. Итак, смотрим дальше. В данном случае мы бы хотели выделить ордер-блок также здесь, но мы должны воспользоваться тем же правилом и переносить ордер-блок выше. Однако здесь, после данной зоны, у нас, к сожалению, нет никакого имбаланса, поэтому данный ордер-блок, да, он отработал, но он не является валидным. Мы не можем его отмечать, поскольку после него действительно не было имбаланса. Это означает то, что цена очень часто может возвращаться за добором ликвидности ниже данного блока, поэтому этот блок мы удаляем. Далее мы видим с вами движение точно такого же формата. То есть вот у нас есть блок. В данном случае мы до него дошли. Если бы мы отметили его неверно, в большей части случаев вас в данную зону не забирало. Я думаю, вы знаете правило, что существует еще имбаланс, и очень часто даже цена до имбаланса и доходит. То есть вот наш имбаланс, вот наш правильный ордер-блок, вот отработка от нашего правильного ордер-блока. Смотрим дальше. Дальше у нас также есть ордер-блок, мы его видим, и в данном случае данный ордер-блок действительно является первой свечой, которая сняла ликвидность предыдущей и оставила после себя имбаланс. Смотрим дальше. В данном случае у нас данная свеча не может являться ордер-блоком, а вот следующая является ордер-блоком. И если мы с вами посмотрим на отработку данной свечи, она идеально отработала. Вы можете сами попрактиковаться на графике и посмотреть, как круто отрабатывают ордер-блоки, и вы увидите, что все правильные ордер-блоки дают реакцию цены. Но сейчас мы с вами рассмотрим ордер-блоки, от которых можно входить в позицию, а также ордер-блоки, от которых вообще ни в коем случае нельзя входить в позицию. Первый ордер-блок — это блок, который отправил цену для слома структуры. Очень часто после данного блока нет ликвидности. И поскольку мы с вами помним, что цена всегда ходит за ликвидностью, именно данный блок, он и будет являться ликвидностью. Именно его будет забирать цена. При этом мы с вами видим, что здесь наблюдается не что иное, как два равных максимума. Поэтому цена с огромным удовольствием придет и заберет эту ликвидность, после чего спокойно пойдет вниз. И похожая интерпретация данной формации представлена ниже. То есть, когда мы сделали босс, мы с вами видим первый откат, и именно первый откат в данной ситуации будет являться ликвидностью. А вот следующий ордер-блок уже можно отрабатывать, поскольку в данном случае была снята ликвидность. Посмотрите внимательно. Выше ликвидности перед ордер-блоком не было, ниже ликвидность есть. Соответственно, если мы видим ликвидность перед ордер-блоком, мы ее забираем и с очень хорошим вин-рейтом идем вниз, делать следующий босс. Смотрим дальше. Но есть разновидность вот такой формации. Вы видите, что здесь мы оставили ликвидность. Очень часто цена топчется, собирает одним движением предыдущую ликвидность, после чего делает резкое движение вниз. Это резкое движение вниз является импульсивным, без оставления ликвидности, но поскольку мы уже забрали всю ликвидность, которая была выше, в данном случае мы можем использовать ордер-блок для точки входа. При этом очень часто мы резко возвращаемся наверх и летим вниз, уже рисуя индасмент и прочее. Следующее движение, казалось бы, похоже на верхнее, однако здесь мы видим ликвидность. Чем отличаются эти движения? Тем, что вверху, да, мы сделали ликвидность, но при этом мы нарисовали после себя еще ликвидность. Это движение не было сверхимпульсивным, после чего цена с огромным удовольствием забирает ребят, которые начали ранние шорты, выносит их и приходит в правильный ордер-блок для того, чтобы двигаться дальше. И рассмотрим с вами еще одну ситуацию, которая может происходить на графике. В данном случае мы с вами видим то, что мы оставляем ликвидность выше, двигаемся вниз и после этого оставляем еще одну ликвидность. После этой ликвидности мы образуем ордер-блок и двигаемся снова вниз. Что мы видим? В данном случае у нас имеются равные максимумы над нашим ордер-блоком. Если мы будем входить в данный ордер-блок, то нас обязательно закроет по стоп-лоссу. В данном случае нам необходимо дожидаться
именно реакции от верхнего ордер-блока, поскольку у нас есть большое количество ликвидности перед нашим ордер-блоком. Я поделюсь с вами секретом, что в данной формации не всегда цена доходит до нашего ордер-блока. Очень часто цена приходит для снятия ликвидности и летит прямо вниз. Именно поэтому необходимо рассматривать формации на LTF, о которых мы поговорим в следующем видео. И последняя формация, которую нужно разобрать, это формация, после которой у нас образован ордер-блок, движение вниз, снятие всей возможной ликвидности и резкий импульс вниз. Этот резкий импульс вниз говорит о том, что у нас будет дальше продолжение цены. И очень часто после реакции на ордер-блок мы с вами уже здесь увидим нарисованную какую-то ликвидность, которую цена дальше соберет, и в большей вероятности уже после этого пойдет выше. Но при этом мы с вами захватим вот это вот движение, которое в любом случае с огромной вероятностью принесет нам 5R, и будем счастливы. Итак, точки входа мы будем рассматривать только от правильных ордер-блоков, и в некоторых моментах я с вами буду делиться хитростью. Очень часто, когда я вижу, что люди выставляют take-profit на ордер-блок, они почему-то ставят с позиции 1 к 2, 1 к 3 и так далее. Технически самое правильное выставление take-профита в данном случае у нас всегда будет являться следующий слом структуры. То есть мы здесь с вами сделали слом структуры, получили снятие первой ликвидности, от чего мы с огромной уверенностью можем смотреть снятие ликвидности по тренду. Соответственно, в данном случае у нас получилась сделка в районе 1 к 4. В обычной жизни данные сделки они происходят в формате 1 к 5 и выше. Переходим к следующей формации. В данной формации, казалось бы, take-profit совсем не выгоден, 1 к 2 и так далее. Но в данном случае обязательно следует учитывать, что сейчас у нас не было ни одного правильного отката. Поэтому цену можно держать до создания следующего правильного отката и переводить движение цены ниже и ниже. В какой-то момент вы поймете, что на более старшем таймфрейме есть точка, от которой цена, скорее всего, получит реакцию, и необходимо доводить take-profit именно до этой зоны. Соответственно, здесь менее 1 к 5 вы точно не получите, потому что движение очень-очень импульсивное. Данная ситуация похожа на эту, поэтому здесь take-profit ставится до нижней границы. То есть здесь мы получаем реакцию сюда. Ну, конечно, у меня немножко корявенько нарисовано, здесь 1 к 2, но в жизни минимум 1 к 4 вы в данной ситуации получите. И мои самые любимые. Это мои самые любимые формации, потому что они встречаются намного чаще, чем все остальные. Первая цель, конечно же, выставляется здесь. Хотел бы дополнить то, что я всегда выставляю на 1-2 пипса выше, и стоп-лосс устанавливаю по цене, в данном случае ask, если бы шел от покупки по цене bid. То есть вы видите сразу на графике правильную цену, до которой дойдет цена и закроется по вашему стоп-лоссу. Take, естественно, мы ставим на нижнюю точку. Здесь также может быть свечная формация, после которой необходимо будет переходить на младший таймфрейм, и из-за чего можно будет получать автоматически 1 к 11, 1 к 20 и так далее. То есть здесь будет одна из таких формаций, она будет просто перенесена на младший график. Соответственно, если здесь у нас 15М, мы переходим на минутный график, ищем похожую формацию, похожие ордер-блоки, похожее движение снятия ликвидности и входим в сделку. Соответственно, здесь риск прибыли у нас возрастает в разы. В данном случае наша ситуация по take-profit будет аналогична вот с этой. Здесь мы входим в позицию, но не спешим закрываться. Будем ожидать пробой. Первый пробой, на котором мы зафиксируемся, либо поставим стоп без убыток, и по трейлинг-стопу ожидать дальнейшее движение цены. Очень часто такое движение происходит сверхимпульсивным и позволяет зарабатывать за короткое время 11-12R без проблем. На этом у меня сегодня все. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Пока!